Тьма вечна. Она не прощает, не знает жалости и не забывает предательства. Сегодня мы заглянем в самые глубины истории вселенной и «Звездных войн». Туда, где не умирают амбиции, а жажда власти переходит за грань времени. Там, в гробницах Коррибана, покоятся древние лорды ситхов. Сущности, чьи души были выкованы в огне боли, гнева и презрения к слабости. Их имена стали проклятиями, а их воля ломала целые миры. Марка Рагнас, Фрида Над, Экзар Кун, Нихилус, Вишейт, Малгус. Это были сущности, выкованные в пламени темной стороны, чьи амбиции сотрясали галактику, а их гнев оставлял лишь пустоту. Они не склонялись перед силой, они становились ее воплощением. Их эпохи были временем триумфа ситхов, когда тьма не пряталась в тенях, а правила открыто, сжимая миры в кулаке. Это было время беспощадной силы, амбиций, вечной вражды и абсолютной власти. Но спустя тысячелетия после их краха появился тот, кто явно не намеревался следовать их нерушимым традициям, и если бы древние лорды вырвались из своих могил, их пылающие ненавистью взоры пронзили бы его насквозь. Падший джедай, избранный, вечный ученик и слуга императора. Его мощь внушала ужас, а гнев сокрушал врагов. Он мог бы стать их наследником, богом тьмы, но вместо этого стал позором, сломленным, недостойным. Он был символом империи, машиной в черной броне, но за всем этим скрывался человек, заживо погребенный под грузом страданий. Признали бы древние ситхи его своим или отвергли как еретика. Их кодекс, их философия, их вечная ненависть дают нам ответ. И звучит он как приговор. Древние ситхи не были просто воинами или мастерами силы. Это были жрецы разрушения, творцы империй, пророки тьмы. Марка Рагнас правил железной рукой, а после смерти его дух продолжил влиять на будущее ситхов, наставляя новых адептов темной стороны. Фрида Над, падший пророк, властелин мрака, чья тень веками отравляла Андерон. Экзар Кун сокрушил всех, кто стоял на его пути, и вознес себя на трон хаоса. Вишейт и Нихилус пожирали целые планеты, чтобы обрести вечную жизнь. Дарт Малгус жил только войной. Он презирал слабость, рвал оковы приказов и шел вперед ведомой идеей чистой, беспощадной империи. Лорд Момин, талантливый скульптор и архитектор, возводил шедевры из боли и смерти, желая угодить темной стороне. Для них сила была не инструментом, она была сутью их существования. Они не просили власти, они забирали ее, выжигая слабости своих душ. Их путь был открытым вызовом галактике. Их тьма не тайной, а религией, которой поклонялись миллионы. Они не действовали из тени, а шли с гордо поднятыми клинками, оставляя за собой лишь пепел и страх. Кем же для них был бы Дарт Вейдер? Сломленным джедаем, слугой императора, машиной, питающейся болью и яростью, кем угодно, но не темным лордом. В сердце Вейдера всегда был Энакин. Он так и не выжег его полностью. Любовь к Падме осталась угасающим пламенем, которое вспыхнуло с новой силой, когда он узнал о существовании сына. Для древних ситхов это было не просто слабостью, это было предательством их кодекса. Они сжигали свое прошлое дотла, вырезали из себя любые чувства, чтобы стать чистой тьмой. Вейдер же цеплялся за обрывки света, и это делало его в их глазах еретиком.
Вейдер никогда не был свободен, не говоря уже о том, чтобы стать во главе Империи. Вместо этого он стал ее клинком. Его путь был вымощен не его волей, а чужими планами. Дарт Вейдер не правил, он служил. Причем служил не тьме, а Палпатину. Империя, которую он защищал, не была мечтой ситхов. Древние лорды возводили свои царства, где темная сторона правила открыто, в отличие от Палпатина, построившего мир скрытности и интриг. Его империя прятала своих лордов за масками, вместо того, чтобы вознести их на троны. Вейдер был ее лицом, грозным, но подчиненным. Он не маршировал во главе армии ситхов, не сокрушал галактику ради триумфа тьмы, он следовал приказам, охранял порядок, который не принадлежал ему. Древние спросили бы, глядя на него: «Где твоя слава, лорд? Где твоя империя?» И один из них, лорд Момин, бросил свое презрение прямо в лицо Вейдеру. Его дух, заточенный в маске, смотрел на этого так называемого избранного и видел лишь жалкую тень истинного ситха. Момин знал его историю и не скрывал своего отвращения. Этот глупец все еще верил в свою избранность, цеплялся за иллюзию, что темная сторона подчиняется его прихотям. «Думаешь, темная сторона служит тебе?» – спрашивал он. «Повинуется твоим детским прихотям? Тогда почему ты лишь кусок обугленного мяса в костюме? И если величайшая сила в галактике подчиняется тебе, то как так вышло, что твоя жена сейчас мертва?» Для Момина Вейдер был ничтожеством, не понимающим самой сути темной стороны. Тьма никогда не служит. Ей служат. И вознаграждает она только тех, кто возвышает ее через свои деяния, работу, искусство. Только так она дает силу, жизнь и даже бессмертие. Империи рушились, прошли целые эпохи, а он все еще жив. Но если не служить, если противиться воле темной стороны, пытаться ее контролировать, что ж, тогда Вейдеру нужно просто взглянуть на себя, на то, кем он стал. Его знания о темной стороне были скудны, а его учитель либо не обладал ими в полной мере, либо же попросту искажал. Момин считал, что современные ситхи вроде Вейдера подцепили гниль джедаев. И это бесило не только его, это возмущало саму тьму. Что касается пророчества и статуса избранного, это стало для Вейдера еще одной цепью. Древние ситхи не верили в судьбу, они создавали ее сами, ломая галактику под себя. Вейдер же подчинился чужим словам, позволил предсказаниям джедаев направлять его путь. Он был игрушкой в руках пророчества, даже когда его броня окрасилась в черный цвет. Для них это было бы доказательством его слабости. Он не создавал свою реальность, а просто плыл по течению силы. Мустафар стал символом его падения. Оби-Ван сломал его, оставив умирать среди лавы, а Палпатин собрал его по кускам. Настоящий ситх умер бы в бою, сражаясь до последнего вздоха, но Вейдер выжил милостью врага и своего учителя. Вейдер служил Палпатину годами, ждал, подчинялся, оставался псом там, где должен был стать волком. Для Дарта Бейна, создателя правила двух, это было бы позором, недостойным имени ситха. Мощь Вейдера была безгранична и могла открыть путь к бессмертию, решил он пойти по стопам таких великих ситхов, как Марка Рагнес или Дарт Вишейд. Но Вейдер выбрал смерть ради сына, отвернувшись от величайшей мечты ситхов. Для древних это была не жертва, а капитуляция, отказ от самой сути их учения.
И, наконец, убив Палпатина, он не сохранил трон для темной стороны. Он отдал галактику Свету, Люку, своему сыну. Это не было победой ситхов, но стало их концом. Древние лорды, чьи империи строились на костях, увидели бы в этом не триумф, а крах всего, за что они боролись. Их голоса эхом прокатились бы над его могилой. «Ты был нашей надеждой, а оказался нашим проклятием». Его последний поступок, спасение сына, стал его окончательным приговором. Любовь победила гнев, свет пробился сквозь тьму, а Вейдер отвернулся от власти ради искупления. Древние выковали себя через ненависть, превращая страдания в силу, а он позволил жалости взять над собой верх. Это был не героизм в их глазах. Это была ересь, достойная презрения. Дарт Вейдер мог бы стать легендой ситхов, но он выбрал иной путь. Путь слабости, любви, искупления. Для древних ситхов он был не лордом, а ошибкой, чья тьма оказалась испорчена светом. Однако в его трагедии скрыта сила, которую они не смогли бы постичь, потому что он не был их продолжением. Его сила не принадлежала ни джедаям, ни ситхам, он был больше, чем оба ордена. Сломленный рыцарь, умирающий в объятиях сына, избранный, разрушивший все, чтобы дать галактике новый шанс. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.